Цель найти мустанг в игре Drive Horizons, очень похожей на The Long Drive, преследовала меня с самого начала игры. И вот он стоит разобранный прямо в гараже. Немножко оценив обстановку, я понял, что есть все для того, чтобы он поехал. После Жигули салон впечатлял своей красотой. Но предстояло еще много чего собрать. Чтобы было удобнее и быстрее работать, я решил убрать весь хлам с гаража. Особенно эти мешки с мусором, от которых толку абсолютно пока никакого. А силы убирать мне давали мысли о том, что мы на нашем новом мустанге мчим по шоссе куда-то в закат, думая о чем-то хорошем. Поэтому уборка прошла достаточно быстро. Я даже чуть не выбросил наш дорогущий V8 на свалку. В итоге гараж сиял, как у кота яйки. Теперь можно было приступать к основной работе, и нам предстояло понять, подойдет ли сиденье, которое здесь валяется, в наш мустанг. Я медленно побрел через основной мусор из наших запчастей, и сейчас момент истины, и, конечно же, оно подошло. Колесо тоже встало, и у меня теперь не осталось сомнений, что мы уедем на этом мустанге. Но так как колес в гараже больше не было, было решено снять с нашей Жиги. В любом случае они нам уже нафиг не нужны. Колеса также успешно все встали. Единственное, их состояние вызывало, конечно же, большие вопросы, но нам было все равно. Нами двигала цель проехать в закат на нашем мустанге, друзья. Дальше меня посетила мысль выгнать этот мустанг на улицу. Я снял ручничок, сначала поднял, потом снял и попытался толкать машину, но она встала колом и никуда не ехала. И даже такой старый руль шел в дело, ведь цель у нас действительно глобальная. Кстати, вещи ставятся через пассажирское. Закинул еще одно сиденье в машину, вдруг кого-нибудь встретим по пути. Также круто, что в этой игре помимо руля еще снимаются педали. То есть, чтобы ехать, нужен и руль, и педали, и ручка КПП. Поэтому с педалями у нас не возникло проблем, мы их сняли с нашей Жиги. Также прошу обратить внимание, что чтобы полноценно ехать, нужна педаль газа и педаль тормоза. Закинул я это все в машину и был по-прежнему очень довольный. Так как я не особо хотел умирать от голода, было решено немножечко перекусить в процессе. Пока я кушал, тело наполнилось приятными ощущениями, смотря на наш новый мустанг. Пообедав, я вспомнил про свой двигатель, который выбросил на помойку. Поэтому мы совершили выгодный обмен с помойным монстром, банку от еды на наш двигатель, и я начал переть его до конца. Но вспомнив, что у нас залита здесь мешанка, по пути, чтобы сэкономить немножечко времени, я решил слить всю эту каку. Ну и сливалась она, конечно, чуть дольше, чем я шел, но меня впечатляло то, как сейчас будет смотреться наш мустанг, и вы просто посмотрите, как круто смотрится этот двигатель. Сейчас, секунду. Вот так, вот круто смотрится. И после того, как я слил мешанку, я увидел, что масла в принципе у меня здесь нет, поэтому было решено залить мешанку с жигулевского двигателя, он 100% рабочий, поэтому я, не сомневаясь, принялся сливать с двигателя в наш новый V8. Ну и теперь, друзья, самый волнительный момент, так как бензина у нас хватает, он, кстати, вот здесь, остальное мы пока не ставим, мы попробуем завести нашу машину и выехать отсюда с гаража, потому что, как мы помним, в прошлый раз вот этот вот кактус, растущий здесь, он не дал нам выехать. Давайте пробовать на этой машине, сейчас момент истины. Аккумулятор. Итак, ставим аккумулятор. Так, в какое место здесь он ставится? В стандартное или нет? Вот, подняться. Все, аккумулятор поставлен. Сейчас, по идее, должно все быть хорошо. Вы просто послушайте звук этого V8. Давайте аккуратно выйдем. Да, этот раз нам ничего абсолютно не мешает, друзья. И давайте оценивать скорость и звук. Так, спидометр здесь у нас не работает. Возможно, его просто нужно набросить. Смотрится это тоже очень хорошо. Давайте сейчас его дособираем. И проверим максимальную скорость, если найдем, конечно же, спидометр. Но едет он явно намного бодрее, чем ехала Жига. Поэтому уже хорошо. Только посмотрите, как неестественно он здесь сидит. И на голове у него какая-то фигня. Погнали собирать дальше. Следом зашла решетка радиатора и прибавила нам 100 лошадей к внешнему виду. Бампер докинул еще 150. А вот и запчасть, которую нельзя перепутать ни с чем другим. И вы просто посмотрите, как она начала светиться сразу же, как я ее поставил. По-моему, действительно очень красиво. Мне всегда нравилось заднее расположение бензобака в машине, поэтому мы берем нашу канистрочку и немножечко добавляем бензинчика на случай, если наша дорога будет длинной. Ну а теперь моя мечта проехать по шоссе на мустанге стала еще ближе. Заводимся. Но вот сейчас происходит именно тот момент, которого мы так ждали, и мы сейчас будем тестировать наш мустанг и кайфовать от дороги. Канистру только нужно отцепить.
Ну и теперь, когда автомобиль собран, я думаю, что есть вариант попробовать то, насколько быстро он разгоняется. Единственное, пока непонятно, повлияет ли то, что, во-первых, у нас нет радиатора, также у нас нет приборной панели, чтобы следить по-нормальному за температурой. Но я думаю, что 0-100 мы вполне себе заедем и посмотрим, на что она способна. Также у нас залита всякая бадья. То есть у нас 25% бензина и пьяной тоже нам не особо нравится. Моторного масла 54%, поэтому, возможно, это все повлияет на скорость. Но, тем не менее, других вариантов у нас пока нет. Давайте заводимся. Также интересно, будет ли в будущем влиять, сколько по времени она заводится. Так, давайте набираем скорость. Давайте с ручничка, с лаунча. Набираем, убираем ручник. Погнали, давайте посмотрим вообще визуально. Визуально, в любом случае, она быстрее, чем Жига. Ну, интересно. Звук сделали очень крутой. Так, ее очень сильно водит по дороге, возможно, потому что состояние колес у нас достаточно плохое. Я брал колеса, которые просто нашел. В идеале их, конечно, восстановить и бахнуть. Но в целом, посмотрите, намного быстрее едем, чем... Ой-ой-ой, аккуратненько, чем на Жиге, поэтому, если вы хотите быстрее добраться с точки А в точку Б, это самая идеальная машина, пока которая есть в игре. Так, это у нас что такое? Подождите. Какая-то интересная... Ох, отстрелы, вы просто посмотрите, какие отстрелы. О, я не могу такое пропустить. Стоямба, ручничок. Здесь в любом случае должно по-любому что-то быть. То, чего нет у нас, нет. У нас это все есть. Все есть, а вот здесь вот подождите. Вот эту штуку снизу. А, неончик. Эй, неончик, нам точно пригодится. Давайте. Ох, лаганули. Ой, хорошо лаганули. Есть. Погнали. Подняться. Ох, не, ну это хорошо, это хорошо. Так, нет, все-таки канистру давайте мы отцепим. Все, чиль. Ну и все. Поэтому, друзья, машина быстрая. Собрать мы ее собрали. Возможно, не полностью. Если было бы здесь сохранение, мы бы ее дособирали. Ну, ребятки, пока это демка, сохранения нет, естественно. Поэтому вынужден закончить вот на такой полуразобранной колымаге. Также уже закат. Если видео зашло, лайкос, подписочка. Гирик будет счастлив. Пока всем. Друзья, и если вдруг кто-то досмотрел до этого момента, вы могли видеть, что мой формат немножечко поменялся. Кто меня постоянно смотрит и досмотрел до сюда, просто скажите, пожалуйста, как вам такой формат, когда я совмещаю летсплей видео с рассказами, которые я наложил уже после того, как снял. Напишите, вам было интересно, либо вернуть старые форматы, либо оставить вот такие смешанные форматы. Также в эту игру мы будем играть, она на стадии бета-тестирования, будет только развиваться, только становиться лучше. Я постоянно слежу за разработчиками в Дискорде, поэтому будем получать максимально ценную и быструю информацию. Друзья, и я хочу поблагодарить каждого за подписки, за вашу активность. Это действительно очень много. Значит, я не думаю, что многие до сюда досмотрели, но кто сейчас действительно смотрит, друзья, жму вам руку, огромное спасибо. Ну а мы будем дальше пилить контент для вас. Ребятки, обнял. Пока.